29 декабря российские вооруженные силы обстреляли украинские города. Это был один из самых масштабных обстрелов за все время войны. На момент записи видео известно, что погибли не менее 39 человек. Под удар попали десятки многоквартирных зданий, некоторые частные жилые дома были уничтожены. В ответ ВСУ обстреляли российский Белгород. Не менее 20 человек погибли. Ранения получили более 100 белгородцев. Случившееся – это цепочка кровавых событий, месть за месть за месть. Ведь, по всей видимости, массированный ракетный удар по Украине был своего рода местью за уничтоженный российский корабль Черноморского флота. 3 днями ранее пресс-служба российского Минобороны сообщила, что в результате украинской атаки большой десантный корабль «Новочеркасск» якобы получил повреждения. Вскоре на телеканале «Вести Крым» вышел сюжет, позволивший оценить степень повреждения корабля. Обломки «Новочеркасска» буквально разлетелись по Феодосии. Ночью он получил повреждения, а вот такие достаточно крупные фрагменты можно встретить в Феодосии. Такой элемент, он, кстати, попал в землю, буквально вот почти на метр вошел. БДК «Новочеркасск» стал целью ВСУ не в первый раз. Впервые корабль был атакован в порту Бердянска ровно через месяц после начала войны, 24 марта 2022 года. Тогда же пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов». Был поврежден и БДК «Цезарь Куников», а его капитан впоследствии скончался от ран. А на самом Новочеркасске в марте прошлого года погибли 3 матросов, младшему из которых, Егору Толмачеву, было всего 19 лет. На этот раз погибших может быть от 33 до 74 человек. Второе число назвали крымские СМИ, которые, впрочем, потом стерли новости о количестве жертв. Среди убитых могли оказаться и матросы-срочники. Сила взрыва была такой, что затонул не только сам Новочеркасск, но и находившийся неподалеку учебно-тренировочный корабль. Сегодня мы поговорим про флот и про корабли. Что значит потеря очередного большого корабля для Черноморского флота и для всей России в целом? Сначала давайте разберемся, зачем в 21 веке России вообще нужен Черноморский флот. Значение этого флота часто недооценивают, ссылаясь на то, что он, мол, в любой момент может быть заперт внутри Черного моря. Ведь проливы в Средиземное море, Босфор и Дарданеллы контролирует Турция. А значит, по такой логике, не очень-то такой флот и нужен. В действительности, логика здесь прямо обратная. Соседство с таким игроком, как Турция, это и есть причина, по которой у России должен быть в этом регионе мощный флот. Современный турецкий империализм не такой потешный, как путинский. Реджеп Таyyip Эрдоган – это лидер, для которого идеологема «мы новые османы» не пустой звук. Проект возрождения Османской империи не очередной план Путина, который придумали под выборы и сразу прям забыли. Эрдоган действительно имеет империалистические амбиции и в целом достаточно последовательно идет по пути их реализации. Политика турецкого автократа нехорошая и неправильная, но она обладает внутренней логикой. Действия турецкого лидера соответствуют заявленным целям. У такой политики могут быть последователи и после ухода Эрдогана, и, скорее всего, они будут. Адекватная власть в России не убивала бы Черноморский флот об Украину, а задумалась бы, что будет через 5, 10 или 20 лет, какие вызовы могут быть в будущем. Ведь сильный военно-морской флот – это не просто набор корабликов, это проекция силы государств. Чем мощнее флот, тем меньше шансов, что его придется когда-либо применять. Таким флотом не нужно никому угрожать, если он просто есть, этого достаточно, чтобы не переживать насчет того, что взбредет в голову соседнему султану и его преемникам. Каждый из них просто будет понимать, что с тобой лучше дружить, не испытывать тебя на прочность, не проверять, как ты отреагируешь, если сбить твой военный самолет, убить твоих солдат где-нибудь в Сирии или ограничить тебе судоходство через проливы. Слово «геополитика» – одно из самых затасканных понятий в русскоязычном инфополе. Но очень многое в международной политике действительно определяется географией. Именно поэтому интересы России и Турции всегда будут как минимум соприкасаться. Так было 300 лет назад, будет и в будущем. Военный паритет на море – надежный залог того, что противоположная страна будет настроена на взаимоуважительные отношения, а не на конфронтацию. Но о паритете с Турцией в ближайшие десятилетия нашей стране не придется даже мечтать. С февраля прошлого года Черноморский флот России используется, мягко говоря, не по назначению. Вместо того, чтобы быть гарантом законных интересов страны в заданном регионе, он стал инструментом агрессивной войны, в ходе которой флот стачивается, безвозвратно теряет корабль за кораблем и приходит в совершенно небоеспособное состояние.
В самом начале полномасштабного вторжения, когда российские войска наступали в Украине аж по 7 направлениям, многие аналитики ожидали высадки морского десанта Черноморского флота в районе Одессы. Боевой состав флота, конечно, не позволял провести десантную операцию стратегического масштаба. Для этого банально не хватило бы кораблей. Однако крупный тактический десант под Одессой был событием вполне вероятным, по версии военных обозревателей. Когда Блицкриг на суше провалился, морская операция стала не очень-то целесообразной. Ну а после гибели флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва», стало очевидно, что десантная операция в принципе неосуществима. Российский флот на Черном море тогда остался без прикрытия, ведь Москва, среди прочего, была важнейшей мобильной системой ПВО. А украинская страна, в свою очередь, продемонстрировала способность уничтожать любые надводные цели, которые приблизятся к береговой линии. Причем своими штатными средствами, ракетами «Нептун». Ни о каких поставках «Шторм Шэдоу» тогда речи не шло. На Западе в те дни была дискуссия уровнем пониже сегодняшней. Обсуждали, стоит ли давать Украине что-то серьезнее аптечек и стальных шлемов. Это сейчас обсуждают и британскую «Шторм Шэдоу», и ее французский вариант под названием «Скальп». А тогда ВСУ приходилось рассчитывать только на свои ракеты, и именно с их помощью они уничтожили ракетный крейсер «Москва». После отмены предполагаемого десанта российские десантные корабли без дела не остались. Они стали играть не последнюю роль в логистических цепочках российской армии. Снабжение войск, воюющих на территории Украины, сейчас идет по 3 направлениям. По так называемому сухопутному коридору в Крым, по Крымскому мосту и с помощью морских перевозок, осуществляемых надводным флотом. То есть как раз с теми самыми кораблями. ВСУ поставили главной целью летней-осенней кампании этого года разорвать сухопутный коридор, выйти к побережью Азовского моря. Как минимум, прервать сообщение на той ветке Предднепровской железной дороги, которая идет через Запорожскую область. Ни та, ни другая задача выполнены не были. Вооруженные силы и спецслужбы Украины также атаковали Крымский мост, и, как мы помним, некоторые атаки были успешными. Однако ни одна из них не вывела мост из строя на продолжительный срок. Вообще, современный мост, построенный из стали и армированного бетона, это одна из самых сложных военных целей. И конкретно Крымский мост на данный момент является одним из самых защищенных капитальных сооружений на планете. Так что разрушить его не так-то просто, и, во всяком случае, в данный момент не похоже, что удастся. Зато вот десантные корабли, которые российский ВМС использует в роли военно-транспортных кораблей, Украина выбивает регулярно. Причем эти потери для России невосполнимы. В настоящий момент в составе всех российских флотов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского находится 21 большой десантный корабль БДК. Из них на Черноморский флот в настоящий момент приходится 8 БДК. Также в Черном море у России несколько десантных катеров, но каждый из них способен перевозить лишь 2-4 единицы техники или довольно ограниченные по объему и массе грузы. А большие десантные корабли могут за один рейс доставлять до 1000 с лишним тонн припасов или за один раз перебросить сразу десятки единиц военной техники. У БДК есть собственные грузовые краны, средства нападения и защиты. При этом тяжелое судно неприхотливо к месту разгрузки. Ему не нужен порт или причал. Ведь это не просто транспорт, а именно десантный корабль, который предназначен для высадки морских десантов на необорудованном пляже. Чтобы осознать ценность каждого отдельно взятого БДК для российских военно-морских сил, стоит посмотреть на возраст уничтоженных и поврежденных больших десантных кораблей. Саратов был спущен на воду в 1964 году. Цезарь Куников в 86-м, Новочеркасск в 87-м. Флот не просто так держит в своем составе корабли столь почтенного возраста. Современная российская промышленность просто не в состоянии создавать суда с такой скоростью и в таких количествах, как это делал СССР или социалистическая Польша. В той Польше как раз и были построены Новочеркасск и Цезарь Куников. У новой же России есть успешный опыт постройки лишь 2 больших десантных кораблей. Еще несколько БДК и УДК, универсальных десантных кораблей, только строятся или планируются к постройке. Построить корабль – дело непростое. От начала работ до передачи заказчику пройдет в самом лучшем случае лет 5, а то и 10-15. И далеко не факт, что заложенные корабли действительно будут достроены, а запланированные хотя бы заложены. Создание любого крупного военного корабля требует невообразимо длинной производственной цепочки. Речь может идти не о сотнях, а о тысячах разных предприятий, которые обязаны работать в тесной кооперации.
Любые финансовые трудности, проблемы с кадрами, недостаток комплектующих или износ материальной базы на каком-то отдельно взятом промышленном объекте, каждая из этих проблем может тормозить строительство корабля на месяцы и годы. То же самое относится и к ремонту поврежденных кораблей. Военное кораблестроение вообще очень чувствительно к экономическому, политическому и даже социальному благополучию в государстве. При идеальных экономических и социально-политических условиях Черноморский флот вернется к своему довоенному состоянию хорошо, если в следующем десятилетии. И планка эта, не сказать, чтобы очень высокая, довоенное состояние Черноморского флота. В Черном море Россия и до войны с Украиной обладала довольно ограниченными возможностями и заметно отставала по военной мощи от Турции. Теперь же потери российского военно-морского флота насчитывают 1,5-2 десятка кораблей разных классов. В Черном море Россия потеряла также большие десантные корабли «Минск» и «Оленегорский горняк». Минск прибыл накануне полномасштабного вторжения в Черноморье из Балтийского флота, а «Оленегорский горняк» из Северного. Эти корабли не были потоплены, но восстановление обоих БДК займет годы, если вообще произойдет. Российский надводный флот существует за счет тех больших кораблей, которые ему удается поддерживать в боеспособном состоянии еще с советских времен. Речь не только о БДК, но о любых кораблях большого водоизмещения. О крейсерах, эсминцах, больших противолодочных кораблях. У России нет ни одного авианосца. Один только 33-летний авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». И тот не вылезает из ремонта. Для сравнения, у США сейчас на плаву 11 авианосцев. А что там с тяжелыми атомными ракетными крейсерами? У российского ВМФ в строю сейчас только один – Петр Великий, который служит на Северном флоте с 1998 года. А кораблей типа ракетного крейсера «Москва» России досталось в наследство от Союза всего 3 штуки. Теперь осталось 2. И больше их уже не будет, потому что производственные мощности утрачены, как и компетенции для постройки. У США же, например, на вооружении стоят 22 крейсера. Крейсер — это такой большой многофункциональный корабль, обладающий полной номенклатурой ракетно-пушечного и другого вооружения для ударов по наземным и надводным целям или для прикрытия дружественных кораблей от атак с воздуха. Как мы сказали раньше, у России до начала полномасштабного вторжения было в строю лишь 4 крейсера, один из которых «Москва». Он был флагманским в Черноморского флота. То есть был уничтожен самый главный корабль, на котором находился командующий всем флотом. После потери Москвы, уничтожения или повреждения еще почти 2 десятков кораблей различного ранга, Черноморский флот России прекратил свое существование как значимая оперативно-стратегическая единица. Теперь Черноморский флот выполняет функции разве что очень продвинутой береговой охраны. Справедливости ради, в его составе сейчас есть 4 весьма современных сторожевых корабля, плюс 2 аналогичных корабля еще советской постройки. После повреждения подводной лодки Ростов-на-Дону осталось еще 6 подлодок, 5 из них современные. 10 малых ракетных кораблей и катеров, 4 малых противолодочных корабля и еще 80-х годов, и еще 4 совершенно новых корабля патрульных. Но много это или мало? Недавно турецкий ВМФ получил новый легкий авианосец, аналогов которому у нашей страны вообще нет и в обозримой перспективе не предвидится. Подводных лодок у Турции в 2 раза больше – 12. По количеству боевых надводных кораблей, без учета судов обеспечения, отставание от турок у России в добрых 3 раза. Каково отставание по качеству, сказать трудно. В сети есть публикации, которые говорят о 5- или даже 6-кратном отставании от Турции в силах на Черном море. Черноморский флот в нынешнем его виде не просто ослаблен и обезглавлен, он еще и лишен возможности пользоваться своим главным незамерзающим портом – Севастополем. Иронично, что именно опасность для Севастопольской военно-морской базы была в 2014 году одним из важнейших предлогов для аннексии Крыма. Дескать, если бы мы не забрали Крым, Украина выгнала бы из Севастополя наш флот. Хотя непонятно, как это вообще чисто технически возможно. Силами ВСУ образца 2014 года взять и выгнать с военно-морской базы российские боевые корабли и десятки тысяч вооруженных моряков. А вот сейчас Украина действительно выгнала Черноморский флот из Севастополя. Только не из-за Евромайдана, а в ходе развязанной против нее агрессивной войны. Штаб флота и командные пункты уничтожены, а корабли в Севастополе не могут стоять на причале. Там они сразу окажутся на прицеле Storm Shadow и скальпов ВСУ, которых никто бы им никогда не дал, если бы не нападение на Украину. Украинцы не только уничтожили и серьезно повредили множество кораблей, включая флагман флота, но также гоняют оставшиеся суда по всей акватории, не давая им покоя ни в Феодосии, ни даже у берегов Новороссийска, которому раньше даже в фантазиях телевизионщиков никогда и ничего не угрожало.
Но теперь, в результате СВО, Новороссийск стал мишенью. Корабли Черноморского флота приходится рассредотачивать и прятать от противника. В течение прошлого года российская страна пыталась перебросить в Черное море корабли аж с Тихоокеанского флота. Крейсер «Варяг», брат-близнец Москвы, и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» должны были прибыть в Черное море. Однако Турция просто не пустила их через свои проливы, и кораблям пришлось вернуться, откуда приплыли. Реджеп Эрдоган ясно дал понять, кто теперь настоящий хозяин Черного моря. С другой стороны, если бы эти корабли пропустили через проливы, далеко не факт, что через месяц они не превратились бы в горящие обломки. 34-летний «Варяга» и 38-летний «Адмирал Трибуц» — это штучные корабли советской постройки. Подобные большие корабли современная Россия строить не умеет, а если и научится, то очень нескоро. Один из итогов текущей войны можно подвести уже сейчас. Наша страна ни зачем и ни за что потеряла Черноморский флот. Однако для нынешних российских властей это не повод прекратить бессмысленные боевые действия. Они готовы бросить в топку войны все, что угодно, даже если ценой их маленькой, совершенно сиюминутной выгоды будет разоружение страны на десятилетия вперед. Не очень хорошо все, мягко говоря. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.